Святой Руси, которые наши ближние. Все христиане нам ближние, да, но те, которые нас понимают по речи, по каким-то традициям, они наиболее нам близки, потому что многие из них рядом с нами были совсем недавно в этом земном мире. Земной мир, он разделяется на страны, на народы. Но есть более высокого порядка мир, в котором этого разделения нет. Все у Христа едины. Но мы славим тех, которые взрастила та земля, которая когда-то называлась Святой Русью. Потому что действительно она восприняла веру святую христианскую и осветилась. Была языческая земля, но и язычники, у них закон был написан в сердцах, как сегодня мы апостола слушаем. Если они творили мир, добро, честь, то они Богом любимы, они не оставлены Богом. Поэтому Бог дал тому народу, который изначально был не просвещен верой, вот это сокровище. Это сокровище было воспринято от купели Днепра в Киеве, которая начало дало всему тому, что мы сейчас имеем на землях Святой Руси. Да, мы имеем сейчас 3 сестры, которые родились от Руси первой: Великую, Малую и Белую Русь. Как в семье, да? Мать родила, каждая из дочерей имеет свои достоинства, свои недостатки, но все они дороги матери. И для матери все сестры одинаковы. Мы часто забываем об этом. И кто-то в семье тоже начинает гордиться: вот у меня больше денег, у меня больше там дом, там у меня там больше каких-то богатств, значит, я главнее из братьев, сестер. Но для родителей все дети равны. И поэтому мы дети Святой Руси. И Белая Русь, на которой мы живем, страна уже такая, со своей историей, но все равно мы истоками идем, и все мы к этому источнику прибегая сможем спастись. Ведь самое главное для человека – получить вечное спасение в вечности. Не пожить получше как-то, пристроившись в этом мире и договорившись с этим миром, ему идя на уступки на какие-то, а все-таки научиться угождать Богу. И вот те, которых мы сейчас прославляем, они угодили Богу. Угодницы Божии в земле нашей. Мы просим, чтобы тот свет Христов, который озарил, осветил их, и нам давал то направление к свету, к невечернему, к тому миру, добру, которое, как сегодня апостол нам говорит,
Оправдается не тот, кто слушает закон и праведен будет. Оправдается тот, кто будет этот закон исполнять. Поэтому не оправдимся мы, что мы просто вот чадо русской церкви. А церковь русская у нас единственное такое сейчас, то, что родилось на Святой Руси, вот в этом надмирном, уже более высоком, так сказать, измерении. И оно объединяет вот эти три сестры, объединяет. И будем надеяться, что это объединяющее начало устоит перед нажимом века сего, потому что есть разные тенденции у нас, чтобы все-таки разделить церковь. А если разделится церковь, это очень печально, потому что не будет фундамента. И, конечно, мы поэтому молимся, чтобы церковь наша, рожденная на Святой Руси, сейчас пребывающая в наших странах, немножко разделенных какими-то экономическими, политическими претензиями, чтобы эта церковь объединяла нас до скончания века, чтобы мы держались святей Русской Православной Церкви, не попадались на какие-то там аббревиатуры РПЦ там и прочее, там и все. У каждого организма есть болезни. И мы понимаем, что вот очень нехорошо, когда мы болезни родителей начинаем выставлять, да, как хам болезнь, немощь своего отца выставил на посмешище. Мы понимаем, что да, есть немощи человеческие, которые существуют и на нашей земле. Не все хорошо так, как хотелось бы нам. И Русь, может быть, сейчас в земном измерении не святая, но мы здесь, на территории храма, возрождаем эту святую Русь. Мы сюда, приходя, дерзаем приступать к великой святыне, освящаемся, объединяемся в одну семью. И это тот залог, который может действительно быть в мире противопоставлен какому-то другому вот этому объединению, которое на нас сейчас обрушивается со стороны лукавого мира. Поэтому нам нужно устоять, и устоим мы только в церкви, только призывая на помощь тех святых, которые ныне мы соборно всех восхваляем, которых всегда вспоминаем в наших молитвах. Очень много этих святых наших ближних мы считаем своими родственниками. Вот. Ведь православный человек иногда святому молится, как вот члену семьи. И вот это важно, чтобы это сохранилось. Чтобы не думали, что вот там, где-то далеко, там, за морями, за лесами, в каком-то непонятном мире, там кто-то, пусть они живут, а мы здесь будем сами по своей программе жить. Хочется, чтобы все-таки они знают и видят лучшее из того мира, как нам лучше жить, как нам дальше быть, как нам научиться действительно любить, вот как оправданным будет, говорит, сегодня апостол говорит, во-первых, иудей, потом и эллин. Вот, если закон будет исполнять, то будет оправдан. Да. Поэтому будем надеяться, что не только, конечно, русские спасутся, да, пусть спасутся и белорусы, и украинцы, и греки, и все, вот, которых Господь наделил законом христианской веры, и этот закон, если мы исполним, то будем святы. Аминь. Благодарим Бога, что сегодня нам дал дар благодати за причастие святых тайн. Пост
апостольский продолжается. В этом году он короткий, половина уже прошла поста. Да, еще половинка, 1 неделя, уже вот в понедельник праздник апостолов Петра и Павла. Следующее воскресенье у нас соборы многих святых по уделам Святой Руси, в том числе и наших. Удел Святой Белой Руси будет праздновать своих угодников, родившихся и трудившихся на нашей земле. А в среду у нас память Рождества славного пророка, предтечи крестителя Иоанна. Да. Вечером накануне всеночное бдение. Во вторник. Помоги, Господи, всем, укрепи, Господь.